Ты пользовался А1, то есть ты не был в Словакии, должны тебя аннулировать. Ну как так? То вас ждут большие проблемы. Потому что полиция угрожает уголовкой. Оштрафовал на 300 евро на каждого. Приветствую, друзья. Приветствую, Георг. Мы на подкасте «Лавия». Сегодня у нас такая тема. Послушайте, пожалуйста, астрологический прогноз для всех знаков зодиака. Значит, если у вас ВНЖ по бизнесу, и вы территориально относитесь к отделению полиции в Ружемберге, то вас ждут большие проблемы в этом году. Ну, это как бы такая шутка, не шутка. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Я хотел бы сегодня поговорить о том, что в отличие от, может быть, многих предыдущих лет, сейчас продление ВНЖ по бизнесу в Словакии становится действительно таким сложным квестом. Что ты про это думаешь? Э, Ты прав. К сожалению, ты прав. Руженберг нехороший отделение полиции. У меня там очень достаточно большой опыт с этим Руженбергом. Даже есть такая ситуация, когда мои клиенты там подавались на продление, но тогда был COVID, надо было принести вот то, что было, то есть тестирован. Они прошли по границе, тестированы были, но не сделали это электронное заявление, что прошли границу. И нас там один из там, сотрудников полиции оштрафовал на 300 евро на каждого. То есть там было там 5 членов семьи, то есть на 1500 евро оштрафовал со словами, если я приму ваши документы, то вы должны оплатить штраф. То есть мы заплатили 1500 евро штраф, для того, чтобы он принял наши документы, потому что не хотели просто ездить снова в Ружемберг. И так осталось это отделение самое плохое, можно сказать. Но знаешь, что смешно, что они его открыли, потому что в Жилине не успевали подачи. То есть открыли в Ружемберг, что как Это, будто... по-моему, 18-19 год, по-моему, открыли Не-не-не. его. Нет, они его открыли где-то, да, 19-20, на переломе 19-20. В 18 я еще подавал в Жилине, даже я в Жилине выиграл один процесс. Они потом открыли Ружемберг, и мне не понравилось это, потому что в Жилине очень хорошие люди, то есть очень хорошая полиция, там все нормально, аккуратно, адекватно себя ведут. А здесь в Ружемберг есть ну, некоторые чиновники, которые новые, которых изучили некоторые, я не знаю, кто, бывшие сотрудники, ну, по таким советским практикам, я бы сказал. И почему так? Они как будто каждое отделение себе придумывает свой способ решения вопросов продления. То есть поэтому люди эмигрируют между там Дунайской средой, Братиславой, Тарнавой, Жилиной, Банской Быстрицей, Ружемберг, Кошицей, я не знаю, какие еще другие места есть. То есть, если вы один из этих мигрантов, который попал в Ружемберг, можно сказать, что надо готовиться как будто к борьбе. Ну, я бы даже, наверное, так сказал, что такая искренняя рекомендация подумать о переезде в другой регион, потому как, ну, возможно, это самое простое решение, которое, ну, может быть, не оградит, ну, там, совсем от каких-то сложностей, но какое-то вот прямо сверх напряжение снимет. Я тоже так думаю. Я бы не подавался в Ружемберг и на ПМЖ. У меня был случай с одним клиентом, он подался в Ружемберг на ПМЖ, я думал, что никаких проблем не будет. И это был первый и последний раз, когда я просто понял, что уже там ПМЖ не будем подавать, потому что начал очень большой розыск, подсчитать дни пребывания не по паспорту, а по какой-то непонятной системе. И в конце концов не получил клиент ПМЖ. Слава богу, он с украинским паспортом, тогда в Австрии уже ну, через временное убежище, в Австрии уже у него ПМЖ. Просто вот началась такая процедура. Э, А если есть возможность поменять другой, даже можно Братиславу, можно сказать, что это лучше. Ну, люди, все зависит от чиновника, который решает вопрос. Посмотрим. У него подписчики и все, которые смотрят подкаст, чтобы поняли. В Словакии одна из мало стран в государстве, в которых еще есть право органа решить вопрос по своему мнению. Пример Германии. Германии там 10 пунктов, ты его исполнил, тебе дадут ВНЖ или ПМЖ дадут. А здесь нет, здесь еще 11 пункт есть. Ну, усмотрение, Если да. сам администратор этого дела, чиновник, каким-то образом подумает, что ты там кое-что не так, он имеет право финально решить, что нет. Также, если ты исполнил все пункты закона, есть еще такая, называется на словацком, эм,
автономно розhodnutí správneho органу, то есть то, что он имеет право сам решать этот вопрос, потому что в его компетенциях. А закон ему дает просто рамки, в которых он решает вопрос. Но все равно администратор этого дела, то есть чиновник, должен принять решение. И тогда это все зависит от того, на кого попадаешь. Да, хочу напомнить, что много лет, собственно, продление действительно было таким достаточно Формально. формальным, да, то есть ты должен был все собрать, тем более с наступлением ковида, потом война, чрезвычайная ситуация делала вот этот риск, не успеть податься до окончания карточки вообще минимальным, потому что просто все сроки, продлялись. Вот, и это, конечно, определенным образом расслабило всех участников, но вот как мы видим, в прошлом году ситуация поменялась кардинально, и полиция Словакии, либо Министерство внутренних дел, либо какие-то политические силы, они взялись за некое там наведение Знаешь, порядка это на их взгляд. называется, то есть контроль миграции без изменения закона. В предыдущем этапе они всегда сделали какое-то маленькое изменение закона, которое усложнило процесс. Потом, по-моему, кто-то грамотно им сказал: ребята, зачем мы меняем закон? Давайте его будем по-другому Трактовать. выкладывать, трактовать. Да. Давайте использовать всеми параграфами. Мы уже стали грамотными, прочитали все параграфы, поняли, что у нас эти параграфы там даже были 10 лет назад, но просто мы ними пользовались. Никто не пользовался. И давайте такой контроль миграции будем делать. Здесь уже очень много мигрантов есть. И начинаем чистку. То есть, что означает? Начинаем соблюдать 100 на 110%, не на 100, а на 110. То есть, и там, где не нужно. И ищем аргументы, почему аннулировать ВНЖ. И почему не давать ПМЖ. Потому что так ты контролировал поток мигрантов. А это почему? Это уже второй шаг. Первый был же квоты. Второй шаг был внутренний контроль. И сейчас избавиться от тех, которые как будто реально не здесь. Но это сами люди себе повредили, потому что все эти рекламы, что можно сделать словацкое ВНЖ и жить себе в Испании, повредило тем, которые реально находятся в Которые реально Словакии. здесь Да. находятся. Да. Почему? Потому что даже был случай, что мне сама полиция писала в одном деле с клиентом, что если у него А1 есть, то он имеет право мигрировать. То есть по работе. А сейчас, когда у людей есть А1, почему люди делали А1? Кто-то должен был этот совет им дать. Кто-то сказал, делайте А1, тогда можете работать и в других странах. А все, которые сейчас работали по А1 в других странах, им аннулируют, и орган говорит: нет, ты пользовался А1, то есть ты не был в Словакии, должны тебя аннулировать. Как так? Один раз вот так смотрел на одну монету, а второй раз вот так смотрел на монету. Тут я думаю, что до поры до времени, пока кто-то не подаст в суд и не пытается на эту тему судиться, потому как реально были люди, которые оформляли А1, но в целом не выезжали. И, в принципе, им, как говорится, сам Бог велел доказывать свою правоту, потому что сам факт наличия А1 у них не говорит о том, что они действительно не Да, ты выполняют. мог сделать А1 на 2-3 дня или на 1 месяц. Почему нет? Это так и должно быть. Потому что, посмотри, если ты пойдешь на какую-то стройку в Германию, например, у тебя заказчики словацкие есть и немецкий, и ты заехал, или другая ситуация. У тебя есть словацкий заказчик, который хочет, чтобы ты поехал на командировку. В Голландию. Да, Голландию, да, например, да. На пару дней, потому что у него там нет работы. Ты хороший специалист. Да, ты должен сделать А1. Обязан, потому что иначе ты не Нет прав. альтернативы, потому что если тебе кое-что случится в Голландии, ты там не по работе. А если А1 есть, то есть совместная база, которая говорит: да, я на командировке. Это слово командировка очень хорошее. Я на командировке через А1. Те оплаты, которые я оплачиваю социальную поездку в Словакии, меня прокрывают, защищают для Голландии. Да. Знаешь, даже есть судебные процессы, в которых люди выиграли. Даже суд говорит, как должен орган себя вести. Но все равно они это нарушают. Потому что знаю, что никакого финансовой компенсации нету со стороны. Значит, ты даже если выиграешь суд, вернется дело в полицию, он может снова... пальчиком погрозят, то есть, какое-то, скажем так, наказание не уволят будет. их. Там нет работников, кого вы могли уволить. Там не хватает ответственности государства за правонарушение органов. Давай попробуем подумать, как это может выглядеть в ближайшей перспективе. То есть, в прошлом году это началось, в этом году я думаю, что это никуда не денется. Полиция будет эти меры предпринимать, то есть проверки проживания по адресу прописки, наличие А1 факта работы за границей тоже будет являться основанием для аннулирования ВНЖ.
Соответственно, некоторые особые отделения полиции будут спрашивать у Министерства экономики, даже при продлении, имеет ли смысл, имеет ли интерес Словацкая Республика в таком бизнесе. А, Какой-то есть ли вот вариант, ну, какой-то такой, ну, не знаю, подстраховаться, может быть, есть какое-то решение там, может быть, как-то вот, потому как понятно, что если там подается гражданин Узбекистана, вот, ну, как бы никто не ждет, что за ним будет какая-то юридическая там, ну, помощь, поддержка, потому что даже работодатели мало когда готовы, ну, скажем так, оказывать какую-то серьезную помощь. А, Что бы ты посоветовал? Ну, я бы посоветовал просто подаваться через какого-то адвоката или сотрудничать с каким-то адвокатом. Почему? Потому что может случиться случай, когда они будут отправлять документы на адрес проживания, и ты не там. И ты просрочишь сроки для того, чтобы подать свою претензию, подать апелляцию или каким-то образом защищать свои права. В этом имеет это смысл, что когда вещи делаешь в сроках, то есть ты боишься за свои права, ну, они должны найти какие-то аргументы. А если не могут найти аргументы, должны решить твою пользу. Даже если не решат твою пользу, тебе дает это как будто право потом жаловаться на суде. И суд тебе не скажет, но ты не сделал вот это, ты не сделал вот это, ты не сделал вот это, почему ты не сделал и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты должен реально над этим подумать, что я готовлюсь, ну, скажем, на мини-войну, юридическую войну, в котором я каждый раз готовлюсь к тому, чтобы добиться своего. А если у тебя нет этой поддержки, если ты неграмотно, или может кто-то по-другому бы тебе посоветовал, ты сделаешь очень много ошибок, которые не исправишь потом. Ну, то есть, как будто бы такая вот, ну, минимальная, ну, разумная подстраховка — это подаваться под зонтиком адвокатской канцелярии, чтобы, во-первых, вся коммуникация шла через адвокатов, там точно не потеряется никакое письмо, никакие сроки не просрочатся. Ну и как будто бы уж совсем какие-то такие вот, ну, Я тебе другой пример скажу. Прошлую неделю мне кто-то писал, что если это правда, то есть мне пишут люди, спрашивают, если это правда, неправда, что какой-то помогатор писал, что он не сможет пойти с клиентом на подачу, приготовить все документы для него, но в полицию с ним не пойдет, потому что полиция угрожает уголовкой. да, я это тоже Да, слышал, да. да. А я так говорю, вот так подумал, говорю, это ничего нового нету просто, это никто не придумал его. Да, реально, помогатор. А знаешь, что это было? Что он спрашивал, а могу я со своим отцом? Не буду меня принимать как помогатора. Говорю, нет, ты можешь своим родственникам помочь им. Ты просто не имеешь права полномочий иметь в этих делах. Да, можешь в одном деле может заступать каждый человек. В Словакии может заступать кого-либо угодно только в одном деле. Это говорится Ну, право такое. гражданское право. Например, мы друзья, ты готов доверить ко мне, есть какое-то доверие. Я скажу, Рамиль, я могу этот вопрос решить, давай мне полномочия, решу. Просто так, не без как адвокат, просто как физлицо. Дай мне право. Но если возьмем второе, третье, четвертое полномочия, уже тоже адвокатская деятельность или юридическая помощь. То есть те, которые хотят своим там родственникам помочь, там ничего не грозит. Но те, которые берут помогаторов, и они не идут с ними в полицию, так где там потом-то охрана, которая там главное то, что мне будут посылать письма, я грамотно смогу ответить, я могу подсказать, вот так надо делать, а не просто какой-то опыт. Вот в этом пример был, что кто-то сказал, ну так не бывает, кто Да. сказал, это так есть в каком-то параграфе. То есть мы можем нашим подписчикам посоветовать, собственно, обратиться, ну, либо к нам, либо в какую-то адвокатскую канцелярию для того, чтобы именно подача состоялась под зонтиком для вот такой, условно говоря, минимизации риска. Посмотри, вопрос, знаешь в чем? Пару раз пришли клиенты, говорят такой, такой, такой. Я им посоветовал, ничего не сделал. Просто посоветовал, сказал, вот так делайте, у меня есть опыт, все будет окей. Даже полномочий не давал в дело. А некоторые клиенты есть, у которых надо грамотно какую-то претензию написать. Надо разобраться с некоторыми параграфами и так далее. Потому что и орган, и полицейский, и администратор, они люди, они делают ошибки. Они могут быть новые, не понимать параграф вот таким образом, могут какое-то маленькое изменение, он не понял его, или у него другая практика, у нас другая практика, у нас здесь, например, судебные нарушения, которые это уже отказались от этого формуляции этого параграфа. То есть это все зависит от того, какое дело.
То есть ничего не стандартное, всегда ничего не стандартное. Но для тех, которые будут подаваться на продление, надо готовиться доказывать, что вы в Словакии. Это первый пункт. Надо готовиться для того, чтобы показать, нет, реально вы здесь деятельность какую-то делали. А третье, что нет, это в пользу Словацкой Республики. Ну, почему? Потому что вы платите налог. Может, кого-то взяли на работу, безработную уже понизили. Оплачиваете все услуги, которые есть, коммунальные и так далее. Вы уже ассимиляция в обществе, то есть вы здесь как будто маленький гражданин. Что это не в пользу, что ваши дети ходят в школу, обучение, словацкий язык знаете, культуру знаете и так далее. Это все можно, ну это аргументы, Ну, которые это можно такой писать. аргументация, Да. То есть это не просто так, что экономическая прибыль Словацкой Республики не поднялась, как нет. Вы же налог платите, АДП поднялся. Да как на русском это Ну, домашний продукт, НДС, где? да, да. Ну, то есть просто это надо писать. Потому что если они тебе дают возможность в рамках 5-7 дней высказать свои претензии, аргументы, ты должен высказать все. Просто ты должен так усложнить аргументацию для них, чтобы не могли не взять никакой параграф и сказать тебе, ну вот нет, не будем разбивать. Ну что ж, друзья, вот такой у нас, значит, непростой период с точки зрения продления ВНЖ, но как бы если готовиться, если соответствовать требованиям, то в принципе, ну, как бы можно все это удачно пройти, чего мы вам и желаем. Спасибо. Спасибо.